Привет, друзья! Сегодня вышла в эфир с таким вопросом. Да, задали вопрос, для чего, в принципе, художники делают имприматуру, то есть какой-то первый слой цветной. То есть для чего это нужно, если он в дальнейшем перекрывается, да, другими цветами, его как бы не видно. Так вот, попытаюсь в этом видео, да, рассказать вам, открыть эту тему, как и для чего это нужно. Ну, начнем с того, что имприматура, она бывает как бы разная, да, разных оттенков. То есть есть голубыми оттенками закрывают, то есть более холодными, либо что-то охрочка, какие-нибудь вот такие вот более теплые оттенки. Так вот, начнем с того, что, к примеру, ультрамарин. Почему ультрамарин? Он полупрозрачная краска. То есть, если голубая ФЦ, она у нас такая ядреная, да, то предпочтительнее брать в этом случае для имприматуры ультрамарин. То есть мы закрываем тоненьким слоем, легонечко. Главная суть этого слоя – избавиться от белого холста. И что еще плюс, допустим, если мы его не просушиваем, к примеру, да, а начинаем по этому слою ультрамарина работать, и, ну, то есть можно вот эти вот первый слой можно просушивать, а можно не просушенный, то есть по свежему работать. И получается, что если мы пишем какой-то пейзаж, а мы знаем, да, что цвет воздуха у нас он синит. То есть дали, когда мы пишем, да, они у нас синят. То есть мы все делаем такое вот в синих оттенках. То когда он не просушен, ультрамарин, то есть какой-то, да, синенький, неважно, может это кобальт, да, но тоненьким слоем, он у нас в пейзаже будет присутствовать, то есть будем ли мы рисовать там деревья, речки, горы какие-то, да, он этот оттенок, он будет подмешиваться к другим краскам, и он у нас будет присутствовать, то есть на всей картине, и как бы он будет у нас объединять ее. То есть все оттенки, то есть в каждом будет ультрамарин. И поэтому как бы, ну, вот будет такое вот объединение. То есть если, допустим, его просушить, наоборот, да, то есть получится, что когда вы наносите, у нас уже получится, как знаете, как, то есть мы пишем, и когда мы пишем работу по белому холсту, у нас мы пытаемся, да, закрыть, закрасить, там, чтобы белых участков не было. А здесь у нас уже будет, он нанесен, он будет просушен, и кое-где, если где-то, вот, допустим, не полностью, да, мазочек перекрыл, к примеру, вот этот ультрамарин, он кое-где будет сиять, вот выглядывать, да, это тоже будет красиво. Что касаемо более теплых охристых оттенков, да, это относится уже к более каким-то картинам теплым, вот именно где присутствует больше таких вот охристых, ну, то есть это могут быть и пейзажи, это может быть всевозможные какие-то другие работы, ну, вот именно что вся их цветовая гамма будет теплая. Вот, тогда вот используется охра. Имприматура, этот вот первый слой, да, он может быть абсолютно любых оттенков, в принципе. Это чаще всего, как бы, да, либо ультрамарин, либо что-то охристое такое. А так вот, ну, вы видели, что я темперной краской, это у меня, по-моему, капут мартуум, вот, темперная. Она такая вот красновато-коричневая, ну, классная. И если обратить внимание, вот присмотреться, порыться в интернете, поискать работы старых мастеров, вот недавно мы писали женщину с младенцем у моря, даже на этой работе видно, вот в оригинале у автора, там видно, что
писалась работа не по белому холсту. У того же Клода Моне тоже очень много работ видно. Не знаю, как вот в интернете, но у меня вот книга есть, да, с его картинами. И там прям конкретно видно, что писалось не по белому холсту. То есть там какой-то тонкий-тонкий, даже охристый был какой-то оттенок, но, скорее всего, она была просушена. Что касаемо вот еще работы, охру можно использовать и в пейзаже, но здесь такой есть подводный камень, как бы так. Ее лучше просушить, потому как, ну, по мне, да, охра, если вы хотите нанести какое-то чистое небо голубое, да, она при смеси с голубым, у меня здесь котик немного кричит, не обращайте внимания, небо у вас будет зеленить, вот, поэтому как бы лучше ее, конечно, просушить и уже по просушенной писать. Вот. И вот эта теплость, она кое-где, вот как и ультрамарин просушенный, да, она будет кое-где виднеться, мелькать. То есть вот такие вот. Есть также тональные, может, видели, одним цветом рисуют полностью. Секундочку. Может, видели, тонально закрашенный полностью одним цветом нанесен рисунок, то есть светлые, темные участки. Для чего такое делается, да, если у нас как бы уже полностью сделали рисунок, да, и закрываем его полностью другими какими-то цветами, оттенками. А все очень просто. Делается это для того, чтобы, ну как вам объяснить, знаете, белый холст, белее, светлее него нет ничего, да? И то есть любую красочку, даже какую-то светлую мы наносим, она у нас будет на белом холсте казаться темной. И вот этот вот темный подмалевок, ну, кто чем делает? Ну, в основном это что-то земельные оттенки, они быстрее сохнут, такие типа умбры натуральное, что-то такое. Вот, мы нанесли этот рисунок, да, там светлые, темные участки нанесли. И когда мы просушили его и начинаем работать цветом, нам гораздо проще, у нас уже холст не белый, да, нам гораздо проще понимать и видеть оттенок, насколько он на работе, на картине смотрится светлым либо темным. То есть у нас мы не запутаемся, да, нет у нас уже такого риска пересветлить либо перетемнить работу. То есть это все для того, чтобы, ну, скажем так, попасть в цвет, да, не, опять-таки, не уйти либо в слишком светлые оттенки, либо в слишком темные, так как у нас уже такой вот темный. А рисунок делается почему вот одним цветом, да, вот светлее, темнее там, ну, чтобы понимать. Можно, в принципе, закрыть полностью это все одним цветом, каким-то просушить и уже работать по этому, да, там, как по белому холсту мы размечаем, да, там, ну, только уже, естественно, не каким-то светленьким темненьким, вернее, цветом по белому, как мы делаем, да, а чем-то более светлым, чтобы, ну, на таком цвете холста было видно. То есть, ну, вот такие вот нюансы. А так, в принципе, хотите, чтобы у вас какой-то красноватый мелькал, там, да, либо, ну, какие-то свои фиолетовые очень тоже в пейзажах красиво смотрятся, то есть закрываете и все. А вот просушивать или нет, как бы, ну, это уже от задачи зависит, да, что вы хотите, чего вы хотите добиться. То есть, если вы хотите, чтобы у вас там тот же голубой подмешивался, да, в пейзаж, во всех объектах присутствовал, объединял их, да, чтобы это все гармонично смотрелось, тогда да, не просушивайте. Если хотите, чтобы он так вот окошками кое-где мигал, да, то есть тогда уже просушиваем. И помним, что вот если мы берем какие-то теплые оттенки, то есть и небо нам надо нанести, чтобы не зеленило, ну, типа охры, да, тогда, конечно, лучше ее просушить. Вот.
Ну и, соответственно, то есть надо как бы, если не просушиваем, да, то есть как бы примерно хотя бы иметь представление о том, ну, что вы будете писать, да, какие краски использовать, и чтобы при нанесении, допустим, у вас не получился какой-то ненужный оттенок. То есть приблизительно как бы вот так. Ну, как по мне, так удобнее все-таки работать, когда слой наносится какой-то, да, цветной определенный на холст. Вот, и уже работается по просохшему. Также вот я еще как бы дополнение, да, так добавлю, как я еще, может, видели, в старых еще там вот мастер-классах есть такие работы, где холсты у меня загрунтованы вообще таким вот какой-то непонятным, да, даже не одноцветным каким-то таким вот, да, цветом. То есть это я просто брала вот остатки масляной краски, наносила, то есть у меня ее на палитре осталось много, да, я ее собирала всю, наносила на холст и уже растирала там все это в эту однородную кашицу, вроде бы, да, но вот оно такое вот темное, в основном это смешивается что-то такое получается зеленоватое, болотное, вот такое вот. И, ну, естественно, нужно это дело все просушить, а потом уже поэтому писать. Ну, если долго, допустим, такая работа стояла, ее, конечно, можно, допустим, пройти слегка растворителем, чтобы вот эту пленочку масляную брать и слои, было сцепление слоев между собой, немножечко пройти. Также можно акрилом грунтовать. Вот я темперной, да, говорила, загрунтовывала. То есть вот также маслом, то есть как бы вообще без проблем. Также есть и на черных, да, рисуют затонированных, забыла слово, на затонированных, на черных рисуют. То есть, ну, как бы кому как угодно. Еще делают, допустим, к примеру, какие-то вот такие нежные зеленоватые вот работы старых мастеров, да, вот такие оливковые оттенки. И когда просушивается слой, да, и уже начинают лессировками писать. Лессировка — это тонкий-тонкий слой нанесения краски. И они тогда получаются такие светящиеся работы, очень красивые. То есть, ну, то есть много, в принципе, вот вариантов, как можно вот эту вот имприматуру, этот первый цветной слой использовать. Есть, ну, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. То есть задавайте еще, спрашивайте. Буду находить время. Сейчас времени прям катастрофически не хватает. Но постараюсь найти время, записать, ответить на все ваши вопросы. На этом пока все. Пока-пока.